Здравствуйте, с вами Юрий Коваленко. Сегодня мы будем рассуждать вместе о том, целесообразно заводить камин в доме или не стоит этим заниматься. Какие есть плюсы и какие есть минусы. Начать с того, что камин, он может выполнять две функции. Первая функция декоративная, для красоты. Камин это приятно, живой огонь это божественно вообще. С этим мало кто поспорит, я надеюсь. Вместе с этим камин это еще и вещь практичная. Соответственно, он должен приносить какую-то пользу нашему дому. И хороший камин приносит пользы очень много. Но только лишь в том случае, если ваш дом вполне полноценно утеплен. Если у вас дом будет слабо утепленным, то камин, конечно, будет греть, как хорошая печка, да, но не решит вашей проблемы полностью. Поэтому особенно рекомендуется печное либо каминное отопление в домах высокой степени энергоэффективности, таких как Солокодом. Это так, немножко рекламы. Если же вернуться к каминам, то нужно, конечно же, рассматривать их технические характеристики. Производители заявляют мощность, данная топка, это хорошая топка по разным параметрам. В одном из видео я расскажу поподробнее об этом. Так вот, производитель заявляет ее мощность 11 киловатт. Если мы будем исходить из расчетов 100 ватт на 1 квадратный метр, то 11 киловатт должно хватить для отопления дома площадью 110 квадратных метров. Вроде бы, так вполне себе нормально, замечательно и прекрасно. Но уже здесь кроется первый подводный камень. А он состоит в том, что производитель, он, конечно, честный, и он не обманывает. И этот камин действительно может выдать 11 киловатт. Но только важно знать, при каких условиях. А условия это очень такие простые. Камин там чуть ли не доверху набит щепками сухими осиновыми, которые реактивную тягу вообще имеют, горят суперинтенсивно и абсолютно сухие. И когда их тут зажигают в этом камине, такая масса вообще сухих, легко горящих и быстро горящих дров приносит 11 киловатт. А в жизни, то, как мы обычно топим по-настоящему, его эффективность будет составлять 50%. То есть в районе от 5 до 6 киловатт реальной тепловой энергии мы можем получать от этого камина. Но здесь еще о чем следует сказать, что дымоход достаточно большого диаметра, в данном случае 200 мм, может быть там 150 мм. И большое количество тепла, которое генерирует этот камин, улетает в трубу безвозвратно. И это тоже не то, что мы можем утилизировать в нашем доме. Поэтому 5-6 киловатт, я думаю, что это близко к реальности, особенно 5, цифра 5 киловатт. Если производитель заявляет там 10, 11, 12, 18 киловатт, смело делите это все пополам и получите более-менее правдоподобную картину. Но эта картина будет справедлива для закрытых топок, потому что открытые классические камины это принципиально иное устройство. И мы об этом тоже поговорим, сравнивая закрытую каминную топку и классический открытый камин в следующем видео. Итак, плюсы и минусы наличия камина. О плюсах я уже начал рассказывать. Первое, это, конечно же, красиво. Безусловно, фантастически приятно. Я могу сказать, что если в вашем доме есть камин, особенно камин такой с панорамным стеклом хорошим, и вы можете сидеть перед ним, любоваться огнем, то это совершенно иное качество жизни. Мы сейчас не говорим о том, что дом будет обогреваться, и там вам будет хорошо. Я хочу сказать о том, что это, скажем так, другая философия жизни. Потому что, конечно, вам придется потрудиться, чтобы его зажечь. Во-первых, этому еще предстоит научиться, если вы еще не умеете это делать. Но это занимает 3-4 минуты. Такая медитация для того, чтобы костер загорелся внутри. Это совсем не сложно делать. Но качество жизни, живой огонь, это совершенно другие ощущения, переживания. И действительно, это как работающее сердце вашего дома. Та точка центральная, от которой излучается тепло, во всех смыслах этого слова. То есть иное качество жизни, помимо визуальной привлекательности. Какие еще есть плюсы? На самом деле камин это достаточно мощный отопительный прибор. Если, например, у вас есть электрические конвекторы. Почему электрические? Потому что на них написана мощность и их легко сравнить. Там 1 киловатт конвектор и
5 киловатт камин. Да, то вот даже если так брать, 1 киловатт это достаточно мощный уже отопительный прибор, вот, то минимум 5 одновременно работающих конвекторов приносит нам столько же тепла, сколько один камин. Ну и, соответственно, камин вместе с этим еще обладает одним преимуществом, тем, что он дает большую часть тепла излучением. Не конвекцией, не только конвекцией, но еще и очень мощное излучение тепловое он дает. Это значит, что не только воздух, который, а его там боковые стенки или стекло, касаясь его, нагревается и распределяется по комнате, ее отапливает, но еще и излучение. Он как прожектор прям теплом светит во все стороны. И это можно ощущать, проходя на расстоянии там, нескольких метров перед горящим камином. Это тоже очень эффективно, потому что лучистое отопление, оно обладает рядом преимуществ перед отоплением конвекционным. То есть оно не греет воздух, оно греет поверхности предметов. Это значит, что стены, мебель, ваше собственное тельце нагревается этим излучением. Ну и тельце, ладно, оно ушло, а вот стены теплые, они остались. И когда камин погас, вот это тепло, которое они в себя впитали, стены, перегородки, мебель, ну и в принципе все предметы, на которые это излучение попадало, начинает возвращаться обратно. И отопление продолжается. Если говорить о конвекции, то теплый воздух, да, он, конечно, в какой-то степени нагревает стены, но в основном сам является теплоносителем. То есть, если мы только конвективно отапливаем свой дом, температура воздуха растет, становится жарко, но окно открыли, теплый воздух улетел и становится холодно. И потом нужен следующий теплый воздух. Особенно это проявляется там, в каркасных домах, у которых маленькая термомасса. Ну, о термомассах в других роликах. Вот. Сегодня мы говорим о каминах, кстати, я вспомнил. Что еще можно хорошего сказать? Да, собственно, наверное, это и все. Какие минусы есть у каминных топок? Ну, первое, если мы говорим о качественных приборах, конечно же, это стоимость. Хорошие каминные топки, они стоят, недешево. Это первый момент. Второй момент, чтобы камин установить правильно, соблюдая все технологии, которые в нем есть, да, красиво его оформить, понадобится тоже немало денег. Средняя стоимость камина с установкой, там, со всем антуражем, составит, я думаю, для средней ценовой категории каминных топок порядка там, до 150 тысяч рублей. Если вы приглашаете специалистов, они сами своими руками все это дело устанавливаете. Сама по себе каминная топка может стоить там 30 тысяч рублей, но это самые-самые простые, там, российского производства какие-то топки, или еще какие-нибудь. Но это самые простые, самые небольшие по размеру. Вот. Но топовые модели каминных топок, хороших и качественных, могут стоить 200, 250, 350 тысяч рублей. Вот. Но очевидно, что это не самые дешевые отопительные приборы. То есть первый минус каминной топки – это высокая стоимость. Второй минус. Камин нужно топить. Да, это, конечно, приятно, здорово и классно, если вы умеете разжигать костер. Это всегда весело разжигать костер. Можно свои там, детские фантазии удовлетворять, побыть фаерменом чуть-чуть. Вот. Но, тем не менее, это нужно делать, скорее всего, ежедневно, да, если это зима. Можно, конечно, топить камин только по приходу гостей или ради особенного удовольствия, а в остальное время отапливать дом обычным водяным отоплением, да, через радиаторы там, или какие-то иные способы существующие использовать. Но камин затапливать лишь изредка. Но если камин — это основная часть отопления в вашем доме, вот, к слову сказать, в моем доме, у меня двухэтажный дом площадью 112 квадратных метров, камин — это основная, почти единственное устройство и часть, которая приносит тепло в дом, отапливает его. Потому что я живу в очень экономичном, супер энергоэффективном доме. Вот. И вернемся к минусам. Первый — цена, второй — необходимость его затапливать. То есть женщинам это может быть сложновато делать. Если вы вдруг куда-нибудь отправитесь за мамонтом, то ваша жена может начать нервничать из-за необходимости разжигать костер, который почему-то не разжигается. Вот это тоже существенный минус. И, собственно говоря, дрова, которые вы будете заносить в дом, приносят с собой немного мусора. Это очень незначительный минус, но тем не менее он есть. Заводить камин в доме или не заводить камин в доме в конечном итоге — это выбор, который зависит, с одной стороны, от того, насколько вы любите хорошие впечатления и приятные ощущения.
Первый момент. Второй момент, насколько для вас важно вот это вот эстетическое наслаждение, которое приносит горящий огонь в хорошем камине. Ну и третье, если вы планируете использовать его как основной отопительный прибор, то насколько эффективен ваш дом, в котором вы живете. Если у вас дом, продуваемый всеми ветрами, то камин вас не спасет. Да, и вам нужно будет обязательно какую-то основную систему отопления использовать, которая постоянно кочегарит, нормально все греет. Ну а камин уже тогда топить для удовольствия, если все-таки вы решитесь его поставить. Но он не вытянет весь дом, если ваш дом быстро остывает или продувается ветрами. Ну, наверное, это все о выборе. Следите за нами в соцсетях. До следующих встреч.